Всем привет! Сегодня будет необычный выпуск. Я хочу рассказать вам про то, как меня захватил протест Аргентины. На протяжении 2 недель я уже варюсь в этом протестном котле, потому что я живу в самом центре, буквально 1 квартал, и этот огромный проспект, по которому ходят митинги. И на соседнюю улицу у меня 2 недели уже сидят тут люди из провинции Хухуй, и они протестуют. Что случилось? А началось все с того, что мы просто вечером шли с девочками домой по улице и увидели вот это. Так, какой-то ночной митинг собирается тут. Ночь, полночь. Так, пойдемте, переходим дорогу за мной. Молодцы, умнички, перебегаем аккуратно. Так, вот что это такое? Интересно, куда-то пошли они с цветными флагами. На следующий день мы услышали грохот, барабаны и так далее. И я выглянула в окно, и я увидела, что буквально по моей улице идут люди, митингуют. Так, что-то... What happened? А потом я пошла со штативом, как всегда, на прогулку. Пошла гулять, выхожу, и передо мной разворачивается просто вот такая вот картина. Посмотрите. Что-то тут перекрыли у нас опять. Короче, они не согласны с Конституцией и, в общем, перекрыли полностью улицу. Стоит полиция. И, в общем, будет, я так понимаю, какой-то митинг. Сейчас покажу. Я не знаю, как показать масштаб происходящего, но, в общем, перекрыли, стоит полиция с щитами, и не знаю, кто кого от кого защищает. В общем, я пошла оттуда, вдруг от меня кого-нибудь будет защищать. Я это, знаете, такой стремающийся блогер, боящийся, трясущийся, стремающийся блогер. В общем, мне нужно такси, но так как все перекрыли, я даже не могу вызвать, такси не может подъехать. Я попробую сейчас пойти к месту, где может быть такси, и уже словлю вот его. А еще там сказали, по центральной улице происходят какие-то шествия. Вот сейчас пойдем и посмотрим, что там происходит. Ну, конечно же, начался митинг, я так понимаю, все собирались. Вот, первые пошли, первые идут. Вон там еще заряженные. Пардон, все заряженные стоят. А тут вот у кого-то барбекю, пожалуйста. Хотите поесть, подходите. Кайфулечки. А вы смотрите. Bien, good. Смотрите, у него сосисочки, мясо, la carne. О. И вот сейчас идут, боже, какой аромат. Мучо, bien, мучо. Короче, нужно... Ой, мусло. Сейчас отойду. Короче, нужно уметь отдыхать по-аргентински, даже на митинге. Вот. Я не понимаю, почему он его снимает. Это, наверное, этот первопроходец. А вот второпроходцы. О, дрон летит. Блин, мне нужен был дрон взять. У меня, кстати, есть дрон, я не умею ему... Не видите ли вы дрона? Я вижу. Он вот такой маленький. Вот он. Дрончик летит. Надо было мне дрон брать. Так, ну что, пойдемте в гущу событий. Вот. Конечно, мне стало интересно, что происходит и почему все эти события кипят в Аргентине. В общем, история вкратце такая. Есть провинция Аргентины на границе с Боливией. Называется это Хухуй, она называется, эта провинция. И местный мэр этой провинции какой-то закон издал, который ограничивает права местных населений.
И вплоть до того, что правительство может изымать земли в свою пользу. И, конечно же, они сбунтовались, пришли, сначала у себя сбунтовались, а потом пришли сюда, в центр Аргентины. Сразу столько есть что поснимать. Так, надо надписи переводить. Сейчас пробежимся. Я уже это поняла. Боже мой, как их много, это не кончится никогда. Это никогда не кончится. Их очень много. Так, мне вообще ткань нужно купить. Так, мне нужно выйти отсюда как-то, чтобы уже купить ткань. О, боже мой. Ой, там карнавал какой-то. Я хочу на карнавал. О! Где они их берут, мне вот интересно. Это они за ночь напечатали. Это вот прям вот целое. Это ж так организовано. Это вот кто-то есть, какой-то, не знаю, какая-то группа людей, которые все это вот организовывает. Так, мне нужно выйти. Можно выйти из этого замеса. Мне нужна ткань, ребята. Окей. Не, это не выйти. Нет, вот если просочиться между струйками, можно. Ура! Я просочилась. Вау! Все, есть шанс. Пердон. Умбле. Так. Вау. Все. Я вырвалась из этого. Лук. Это не кончится. Это вот просто вот там. Либертадор вообще веселая улица. Как хорошо рядом с ней жить. Они до сих пор, кстати, там находятся. У них там полевая кухня, у них там танцы, пляски, у них дежурство. Ночь, а все продолжается. Митинг, все перекрыто, полиция, люди с флагами до сих пор тут ночуют. Я так понимаю, пока не изменят какие-то поправки, они будут здесь ночевать. Вот это настойчивость. Прикольно. Вот 2 недели они там сидят, они не расходятся. Я иду каждый вечер и вижу вот такую картину. Итак, ребята, шла 3-я ночь, но ребята не расходятся. Так, смотрите, они оцепили улицу, и они реально митингуют. До последнего они тут живут. У них тут кухня.
концерты, но они не уходят, вы представляете? Итак, прошло уже 5 дней и уже открыли дорогу, улицу, но остались флаги и люди еще здесь. Генератор, палатки, они еще бастуют. Не, молодцы. Эта провинция, чтобы вы понимали, находится где-то, часов 8 езды отсюда на машине. И, получается, люди приехали, как-то организовали, наверное, дежурство, чтобы их услышали. И они там ночуют уже 2-ю неделю, они не расходятся. Они ночуют попеременно, у них там еда, провизия, все четко. Мне интересно, чем вся эта история закончится, но, скорее всего, я не узнаю, так как я не очень хорошо знаю испанский язык. Вот. Мне даже спросить будет некого, чем там, какой закон там приняли. Это как бы надо быть... Жить в Хухуе для этого надо, чтобы понять. Но если они разойдутся, то тогда уже либо они сдались, либо сдалось правительство. Мне интересно. Конечно, у нас в России всех бы уже давно там скрутили, всех этих хухуйцев бы. И послали бы обратно к себе в Хухуй. Но они тут сидят, молодцы, стойкие. Наоборот, полиция их как бы не прогоняет, их как полиция, получается, стоит, караулит. Она просто стоит там, ничего, она не мешает, не препятствует. И не, наоборот, даже они там общаются все вместе, и там полицейские как-то... они все там контактируют, все окей, и никто никому не мешает. Я полицейский, я работаю, вы протестуйте, никто никому не мешает. В общем, интересная история. Вот вам реальные события в реальной Аргентине. А мою прогулку в этот день посмотрим в следующем ролике. А вы подписывайтесь на мой канал, и там лайки, хренайки и так далее. Там инстаграм есть в описании, тоже подписывайтесь. Пока!